Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан видит медальон, она потрясена и вспоминает, что сказал ей мистер Сейд. Пока они держат медальоны друг друга и смотрят друг на друга, когда Баран приходит к нему, они оба кладут их внутрь и прячут. Когда Барану не нравится поведение Дилана, и он спрашивает, что происходит, Дилан говорит: «Пожалуйста, давай уйдем отсюда». Затем госпожа Сабиха расплакалась. Пока Джевдет сидит в магазине с Цеврией, они болтают, ему очень грустно расставаться с матерью и отцом, и Цеврия придает ему боевой дух. Когда они приходят в особняк, Берон спрашивает Дилана: «Разве ты не собираешься рассказать мне, что произошло?» Дилан отрицает это и говорит, что все в порядке. Всякий раз, когда вы встречаетесь с госпожой Сабихой, она говорит: «Тебе это нехорошо, а то, что нехорошо для тебя, меня утомит». Дилан говорит, что ему жаль, что он провожал моего отца. Пока Гуль разговаривает с Гэжой Кадер, как раз в тот момент, когда госпожа Кадер собирается спросить об ожерелье, приходит госпожа Азади, считает это большой проблемой, ругает ее и уходит. Дилан сходит с ума, задаваясь вопросом, что ожерелье моей матери делает с Сабихой. И злится на себя, мол, почему я так замер и не спросил. Господин Кудрет зовет всех в свой кабинет и говорит: «Когда придет Ферат, давайте решим проблему между вами». Пришла двоюродная сестра Цеврии Ясмин, но она не смогла найти дом, и ее план удивить Цеврии был сорван. Когда господин Кудрет говорит Барану и Ферату, что нам нужно объединиться, Ферат поворачивается к Барану и говорит: «Моей целью было не раздавить вас, я хотел сказать свое слово, я не хотел ничего делать за вашей спиной». Берон говорит, что я тоже злюсь на это: «Ты уже идешь по неправильному пути, чтобы стать сильными, мы должны быть едины, как сказал мой отец, иначе мы потеряем власть». Когда Ферат говорит, что вы можете мне доверять, Баран говорит, что единственный способ завоевать доверие – это завоевать доверие. Пока Сабиха планирует еще раз солгать, чтобы расстроить Дилана, Хевен задается вопросом, стоит ли ей сказать правду сейчас. Дилан не хочет грустить, она хочет оставаться хорошей женщиной во сне и говорит Хевину, что ей очень больно. Пока они разговаривают, Хевен получает известие о том, что Джавахир задержан за контрабанду исторических артефактов. Если Сабиха Ханем не будет арестована, Джавахир станет более опасным и его следует арестовать. Баран противостоит Азади Ханем и Хасану и угрожает им держаться подальше от семьи Дилана, говоря, что он отправил Сейд-бея за границу. Он говорит Хасану, что ты не поедешь в Мардин, но я не забыл, что ты сделал с моей женой, ты изменишь свой путь, когда увидишь Дилан. После этого Хасан злится, когда говорит, что дивиденды от акций моего дяди пойдут сиротам. Баран злится и заставляет его замолчать. Когда Баран уходит, Хасан поворачивается к Ферату и спрашивает: «Какая от тебя польза?» Ферат отвечает: «Будь благодарен, что ты остаешься здесь». Пока Дилан просматривает вещи, связанные с ее матерью, приходит Гуль. Когда я спрашиваю Дилана, в порядке ли он говорит, что Сабиха пытается играть со мной в игры. Он выходит из комнаты, говоря Гулю, что на этот раз он не попадет в ее ловушку и расскажет все Барану. Пока Дилан находится у двери кабинета, он слышит, как Джихан и Баран говорят о Гэже Сабихе, и сразу же входит. Когда он приходит к Барану и просит сказать ему, если его что-то беспокоит, Дилан говорит: «Все в порядке, я пришел купить книгу». Пока Берон нападает на него за то, что он вообще не умеет лгать, звонит телефон, и Барану приходится уйти. Как только Дилан Баран уходит, она приходит к Сабихе и спрашивает, что с тобой делает этот медальон. Когда Дилан видит в коробке воспоминания своей матери, она кричит: «Где ты их нашел?» Госпожа Сабиха все ясно объясняет, а Дилан продолжает кричать, что это за пытка. «Ты пытал меня месяцами, кто ты?» В то время как госпожа Сабиха плакала и говорила: «Я была очень удивлена, когда услышала это было очень больно», Дилан говорит: «Вы пытались убить меня и Барана, почему?»
Госпожа Сабиха, мне очень жаль, я бы пожертвовала всем, чтобы стереть то, что произошло, если бы это было возможно, поверьте мне. Дилан отдергивает ее руку и быстро говорит, что это кошмар, этого не может быть на самом деле, ты разрушил все, что у меня было о моей матери. Когда ты спросил, почему ты солгал мне, я не мог этого сказать, злые дела, которые я совершил, остановили меня, я пытал свою собственную дочь, не зная, как я мог сказать, что я та невинная женщина, которую ты ищешь, но пока я умолял Дилана, позволь мне попытаться компенсировать это, моя мать умерла. Он уходит и говорит, как я могу простить тебя после того, что ты сделал. Пока Сабиха плачет, Дилан пытается переварить услышанное. Когда он идет, Бэрон стоит перед ним, и Дилан подпрыгивает, когда видит его. Когда я спрашиваю Барана, пожалуйста, не спрашивай меня сейчас ни о чем, Баран говорит, хорошо, но ты расскажешь мне, что произошло, когда доберешься до особняка. Гуль встречается с Фератом и говорит, я думаю, моя мать понимает, но когда Ферат спрашивает, стоит ли нам поговорить об этом сейчас, Гуль отвечает, что сейчас не время. Пока Дилан ждет в своей комнате, приходит Бэрон и кричит, почему ты туда пошел? Он спрашивает Дилана, что ты не понимаешь. Я пытаюсь защитить тебя. Даже если ты забудешь, я не забыл. Я не могу прожить последние 3 месяца без тебя снова. Ты это понимаешь. Пока Дилан сидит, Бэрон становится перед ним на колени и говорит, поделись со мной всем, что тебя расстраивает. Он говорит, что если я смогу решить эту проблему внутри себя, я тебе тоже скажу, пожалуйста, не сердись на меня. Госпожа Сабиха очень грустна и беспомощна из-за того, что она услышала от Дилана. Акан звонит Барану и сообщает Гану Кудрету, что поимка Тургута – лишь вопрос времени, и как только его поймают, конец веревки окажется в его руках. В этот момент приходит Джихан и сообщает, что Джавахир взят под стражу. Баран находит решение партнерства и просит господина Кудрета разобраться с этим, чтобы он не запятнал наше имя. Пока Дилан гулял по саду, Гуль Сабиха спросила, что она с тобой сделала, Дилан сказал, что расскажет ей все, и они пошли в беседку. Гуль очень удивляется, когда Эсра Елмаз говорит, что она леди Сабиха. Пока он говорит, что только что узнал, что это женщина, которая его пытала и хочет убить Барана, приходит Сабиха. Роуз оставляет их в покое. Когда Дилан спрашивает, зачем вы пришли, госпожа Сабиха отвечает, я хочу, чтобы вы получили последний шанс понять и узнать друг друга. Есемин не может найти дорогу и не может добраться до Цеврии. В то время как Есемин, которая в тот момент отвлеклась, собиралась быть сбитой машиной, Харун спасает ее. Однако вместо того, чтобы поблагодарить Есемина, она ругает его за то, что он испачкал толстовку. Пока госпожа Сабиха рассказывает Дилану о своих сожалениях, Баран видит их издалека. Читти рассказывает о боли и говорит, «Я поставил Гульша на твое место, я слишком привязался, чтобы подавить свою боль, я ослеп в твоей любви, я пришел просить у тебя прощения, пожалуйста, дай мне шанс исправить это». Между тем, когда Баран приходит к ним прежде, чем Дилан успевает ответить, госпожа Сабиха говорит, что мне нужно кое о чем поговорить с Диланом, и уходит. Когда Бэрон спрашивает Дилана, о чем ты говорил, есть ли что-нибудь, что мне нужно знать, Дилан ничего не отвечает. Когда Бэрон спрашивает, зачем он пришел, Дилан злится, и он не отвечает, что ему было интересно обо мне. Пока госпожа Кадер спрашивает Гуля об ожерелье, Гуль пытается извиниться. Но когда он давит слишком сильно, Ферат слышит это и выходит, говоря, «Я дал это тебе». Джихан звонит Барану из Дилана и сообщает ему, что они узнали, что Сабиха Гультакин погибла в результате несчастного случая. Бэрон думает, кто эта женщина и почему она использует личность мертвого человека. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.